Всем привет! Сегодня разбираем боковое движение. На самом деле, именно с этого движения началась моя карьера армрестлера в 1999 году, когда по радио объявили в городе Сочи, что проводится турнир «Железная рука» города Сочи. Ребята меня, втайне от меня же, собственно, записали, заплатили взнос, купили билеты на этот турнир, и мне пришлось к нему начать готовиться. Что я делал? Так как для меня армрестлинг был в то время примерно как для, наверное, большинства людей, которые с ним никак не связаны, это вот какое-то такое движение. Я просто взял кроссовер и использовал движение на кроссовере с такой же примерно ручкой. Использовал вот такое движение. И вот я, собственно, постоянно работал над таким движением. Это статическое движение. Почему я делал все в статике? Объясню. Я сторонник школы Александра Заса. То есть у меня книжка «Секреты атлетизма», да. Еще, наверное, в лет появилось, наверное, 11. И с 11-летнего возраста я поднимал камушки разного рода, пытался согнуть арматурку, комкал бумажки, которые я показывал. То есть занимался той статической нагрузкой, которая, по идее, должна была привести меня к улучшению моих функциональных физических результатов силовых. Собственно, что и последовало за этими тренировками. Я был удивлен и порадован, что в просторах YouTube есть ребята, которые также считают себя последователями данной школы, изометрической школы Александра Заса, и показывают прекрасные результаты. Учитесь у таких ребят, в том числе. Плохого уж точно не посоветую. Очень много мелкой моторики, которая необходима для проработки. Почему она необходима для проработки? Да просто потому, что чем чаще и больше вы работаете с одним пальцем, там, с двумя пальцами, с тремя, вот с этими двумя работаете, ваш мозг посылает больше импульсов в кисть, в руку, и вы начинаете думать той самой рукой, даже когда беретесь с кем-то за руку, вы уже понимаете, даже подсознательно понимаете, что и как вам нужно делать с тем или иным соперником. Это как раз позволяет сделать вот ваша умная моторика. Чем чаще и больше работаете с руками, тем лучше они слушаются. Тут прямая зависимость. Чем чаще, тем лучше. По поводу тренировок. Всегда делал пирамидку. 18, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 18. Что позволяло проработать фактически мышцы по всем ее глубинам. И теперь-то я понимаю, что лучше начинать как раз все тренировки, первый подход 18 раз, 18-20. Опять же, не фиксируйтесь. Если вы делаете первый подход и делаете 18 раз, у вас еще хватает сил сделать 2-4 раза, делайте 2-4 раза. Добавляйте вес и делайте, вот, добавляя вес, делайте по максимуму. Это я фиксирую значение для того, чтобы было понятно примерно сколько надо делать. Не фиксируйте значения в повторениях. Вы должны прийти от простого к сложному, то есть к максимальному подниманию веса на один раз. Сделать так 2 раза и потом вниз уйти также по той же самой пирамидке до 18 раз, там, 20, с того веса, с которого начинали. Боковое движение. Кисть всегда ровная, всегда, абсолютно. Вы не должны кисть каким-либо образом отводить ни сюда, ни сюда. Она должна быть в стартовом положении. Фиксируйте это значение, повторюсь. Ваш центральный процессор вашего организма зафиксирует эти положения, и когда вы будете бороться на старте, вам не будет равных. Фиксируйте, отводите чуть-чуть за плечо и делайте вот такое движение. Вот, собственно, мы работаем сейчас над тем самым боковым движением.
Я, конечно, предлагаю включать в синергии все. То есть делать все максимально, как будто мы боремся. Я использую умные кроссоверы, которые, собственно, сами изобрели. В них правильное давление, и это позволяет избежать ненужных травм. Вот. Делайте свой вес, растите со своим весом, прибавляйте свой вес, боритесь с самими собой. Каждая тренировка – это борьба с самим собой. Если вы это поймете, раз и навсегда усвоите, у вас будет прогресс. Если вы будете за кем-то гнаться, вы или поломаетесь, или просто дойдете до уровня этого человека. Все. Ментальное сознание фиксируется на ком-то, вы к кому-то идете, следуете до вот этого параметра, до него доходите и останавливаетесь. Это философия неуспешного человека, неуспешного армрестлера. Как можно прокачать боковое движение еще, если у вас нету, допустим, у вас нету кроссовера в домашних условиях. Мы делали следующим образом. Привязывали, опять же, берем пояс. Закрываем сектор. Можно вот так сделать, по сути. Можно сделать вот так. Все. Это статика. Берете и давите. То же самое здесь. Легли на кровать или там на пуфик, на что угодно, на скамейку. Поставили вес вниз и то же самое делаете. Вот. То есть максимально сворачиваетесь. Все, вот такое движение. Если у вас есть резинка, резинку тоже можно использовать. Причем резинка достаточно хорошо используется. Вот вы взяли, вот у вас боковое движение, то есть важно, рука вот так стоит. Не так, не так, вот ровно. Кисть. Берем и начинаем просто вот эти как бы натяжечки делать. И просто падаем вниз. Запомнили движение. Кисть закрыли, нагрузку сделали, любую, как вы хотите. Отвели за плечо, груди, за плечо, груди. Как-то так, надеюсь, понятно. Буду записывать другие ролики. Уже кисть немножко записали. Много сегодня было, собственно, от себя сказанного. Но, мне кажется, без того, чтобы я описывал то, что я делаю, то, как я делаю, и то, как лучше делать вам, мне кажется, показывать бесполезно. Потому как вы говорите, а если какая нагрузка здесь, какой вектор здесь, не привязывайтесь ни к нагрузкам, ни к векторам, делайте все вектора максимально. Прокачивайте пальцы, прокачивайте все по-разному. Чем многообразнее тренировка, тем лучше. Я сторонник все-таки смарт-тренинга, а не в тупую качаться. Я не сторонник этой школы. Вот эта современная школа мне не нравится в принципе. Вызывает только отторжение. Ребята, которые занимаются по системе ЗАСа, вызывают у меня приятие. Поэтому, повторюсь, изучайте. Александр ЗАС, о нем очень много на связках, он это доказал. Поэтому докажите и вы себе, и обществу, что вы знаете, вы можете. И будьте здоровы и счастливы.